Представьте себе, дочка легендарного Андре Гиганта смогла затмить своего отца. И не только в размерах, но и в карьере, которую построила на ринге. Да, это реальная история, где наследница Гиганта выбрала путь, который потряс весь мир рестлинга. Сегодня вы узнаете, как она сумела превзойти своего отца и оставить свой след в истории. Это истории, которые перевернут ваше представление о мире рестлинга. Робин Кристенсен Руссимов – единственная дочь знаменитого рестлера Андре Гиганта. Она появилась на свет в 1979 году в Париже, Франция, а детство провела между Францией и Соединенными Штатами. Let's go! В 2024 году 45-летняя Робин проживает в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Согласно ее профилю в Instagram, она активно участвует в деятельности Titan Championship Wrestling и проявляет интерес к актерскому искусству. При рождении Робин весила чуть более 13 фунтов, что значительно больше обычного веса новорожденной девочки. Многие предсказывали, что она унаследует физическую конституцию своего отца. Действительно, Робин пошла по стопам Андре, став впоследствии рестлером WWE. Физиогномическое сходство Робин с отцом очевидно. У нее небольшие глаза, массивная челюсть и широкие скулы. Рост Робин составляет 6 футов 2 дюйма, что является значительным показателем для женщины. Весит она свыше 220 фунтов. Ее крупные параметры частично объясняются наличием акромегалии – гормонального заболевания. Акромегалия – это редкое и серьезное заболевание, которое связано с дисфункцией передней доли гипофиза и избыточной выработкой гормона роста. Оно проявляется увеличением и утолщением костных структур, мягких тканей и внутренних органов. Внешний облик больного также претерпевает изменения. Черты лица становятся крупнее, увеличиваются размеры рук и ног. Если избыток гормона роста наблюдается в детском или подростковом возрасте, когда зоны роста еще активны, то есть хрящевые ткани не полностью заменены костными, то может развиться гигантизм или чрезмерная высокорослость. В этом случае мужчины могут достигать роста выше 6,5 футов, а женщины – более 6 футов 2 дюймов. Болезнь прогрессирует медленно и может длиться годами. Акромегалию иногда называют болезнью атлетов и монархов. Исторические источники и портреты свидетельствуют о том, что этим заболеванием могли страдать такие известные личности, как египетский фараон Эхнатон, римский император Максимин Фракс, испанские короли Карл II и Филипп IV. Личная жизнь. Андре Гиганта окружена множеством загадок, и информации о ней крайне мало. Он официально никогда не вступал в брак. От связи с Джин Кристенсен у него родилась единственная дочь – Робин Кристенсен Руссимов. Отношения Андре с Джин, работавшей моделью и специалистом по связям с общественностью в рестлинге, были далеки от идеальных. Они познакомились в 1974 году, когда Джин трудилась в одной из компаний, занимающихся организацией боев. Их совместная жизнь продлилась недолго, после чего пара разошлась. Хотя ходили слухи о какой-то свадьбе, никаких юридических подтверждений этому нет. Вероятно, они прекратили отношения задолго до появления на свет их общего ребенка, чье рождение оказалось сюрпризом для обеих сторон. В интервью начала 1990-х годов Джин вспоминала, что считала своего партнера неспособным иметь детей. Изначально Андре отрицал свое отцовство, и потребовался тест ДНК, чтобы подтвердить его связь с ребенком. Впоследствии он стал выплачивать Джин алименты в размере $750 ежемесячно, со временем увеличив сумму до $1000. Bro, what are you talking about, man? Согласно данным издания SportStar, Джин Кристенсен скончалась в 2008 году. Хотя Робин Кристенсен Руссимов в конечном счете была признана своим известным отцом, Андре Гигантом, она редко получала от него внимание и заботу. Do me a favor, please. Get out of here. По словам ее матери, Джин Кристенсен, за первые 12 лет своей жизни Робин видела отца лишь 4 раза. Первый раз, когда она была младенцем,
затем в 1,5 года, потом в 4 года и, наконец, в ноябре 1991 года, когда встреча продлилась всего 5 минут. Со временем Робин начала понимать, что ее знаменитый родитель фактически оставался для нее чужим человеком. В одном из интервью она поделилась своими чувствами. «Он вроде как мой отец, но в то же время и нет. Вы меня понимаете?» С возрастом Робин испытывала сложные эмоции по отношению к своему отцу. Она старалась узнать о нем больше через общение с его коллегами-рестлерами, но, как она призналась в беседе с CBS Sports в 2015 году, если вы не связаны с этой индустрией, очень трудно получить искренние ответы. Однако Робин допускает возможность того, что если бы Андре прожил дольше, их отношения могли бы измениться к лучшему. Несмотря ни на что, Андре обеспечил свою дочь в своем завещании, оставив ей существенную долю доходов от продаж своих товаров, которыми она продолжает пользоваться и сегодня. Сегодня Робин широко известна как «дочь Андре Великого», прозвище, которое она получила, следуя по пути своего отца в мире рестлинга. Будучи частью команды Titan Championship Wrestling, ее состояние на ноябрь 2024 года оценивается в $10 миллионов. Робин Кристенсен Руссимов уже не принимает участие в поединках. Она ведет активную социальную жизнь и бережно хранит память о своем выдающемся отце. В отличие от своего знаменитого родителя, Робин предпочитает держаться подальше от публичного внимания и избегает контактов с журналистами. Ее личная жизнь строго охраняется. И известно, что она никогда не выходила замуж. В 2024 году Робин отпраздновала свое 45-летие и продолжает радоваться жизни. Она высоко ценит свою независимость и часто отправляется в путешествия, игнорируя общественные нормы и ожидания. Робин Кристенсен Руссимов активно участвует в различных проектах, связанных с наследием и образом ее отца, Андре Гиганта, включая видеоигры и продукцию с его символикой. Она также поддерживает тесные контакты с WWE. В 2017 году Робин посетила шоу WWE SmackDown, где встретилась с Натальей Нейтхарт, дочерью одного из бывших соперников Андре, Джима Нейтхарта. В интервью журналу Sports Illustrated в 2020 году Робин рассказала о самой известной кинороли своего отца – фильме «Принцесса-невеста» 1987 года. Она призналась, что впервые узнала об участии отца в этом фильме, увидев его на экране в роли великана Феззика. «Когда мама взяла меня на этот фильм, я до сих пор помню тот момент, когда они решили похитить Лютика. Тогда я вскрикнула: «Это мой папа», — вспоминает Робин. Отец был очень горд этой ролью. В каком-то смысле он сыграл там самого себя. Он был таким добрым. Все участники проекта вложили столько души в свою работу, и это было видно. Кроме того, Робин упомянула, что ее отец работал вместе с такими известными актерами, как Мэнди Патинкин и Кэрри Элвис, который позже пригласил ее на показ фильма в Бруклине. Из всех людей, с которыми он сотрудничал в мире рестлинга и кино, именно Кэрри был тем, с кем мне особенно приятно общаться о моем отце, поделилась Робин с CBS Sports. В 2018 году, когда вышел документальный фильм «Андре Гигант», Робин дала несколько интервью. Она выразила надежду, что эта картина поможет фанатам лучше понять, каким человеком был ее отец, не только как Андре Великий, но и просто как обычный человек. «Для меня эта личность никогда не играла большой роли», — говорит Робин. «Когда я видела его, он был просто моим папой, потому что я наблюдала за ним вне ринга. What? Я не смотрела его матчи, но видела его за кулисами. Так что я знала его до и после, но не во время. Он действительно был добрым гигантом». Андре Рене Руссимов, всемирно известный как Андре Гигант, родился 19 мая 1946 года в маленьком французском городке Куламье. Его детские годы прошли на семейной ферме. В юные годы Андре выглядел совершенно обычным и ничем не выделялся среди сверстников.
Однако к 12-летнему возрасту его рост резко увеличился, и вскоре он уже не помещался на школьных автобусных сидениях. К 17 годам Андре вырос до 6 футов 2 дюймов и весил 286,5 фунтов. Именно тогда он принял решение заняться профессиональным рестлингом, который в то время становился все популярнее. Переехав в Париж, Андре Рене Руссимов начал выступать под псевдонимом Жан Фер. Под руководством промоутера Фрэнка Валуа он сражался на аренах разных стран, включая Францию, Великобританию, Австралию и Африку. Благодаря своим впечатляющим физическим параметрам он постоянно побеждал противников, заработав себе прозвище «Монстр Руссимов». В 1970 году Андре отправился в Японию, где приобрел известность под именем «Монстр Андре». Во время медицинского обследования японские врачи обнаружили у него акромегалию. Андре решил не прибегать к операции, приняв свою судьбу и решив жить столько, сколько ему отведено природой. Под псевдонимом Андре Гигант Андре Рене Руссимов начал сотрудничество с World Wide Wrestling Federation, став воплощением непобедимого бойца на ринге. Его выступления в образе великана моментально привлекли внимание зрителей, особенно благодаря его схваткам с такими известными противниками, как Джон Стад и Киллер Кхан. Андре быстро снискал славу 8-го чуда света. Помимо карьеры рестлера, Андре пробовал свои силы в кино. Он снялся в ряде фильмов, исполнив роли Нестора Варгаса в «Зорро» и Дагота в «Конане-разрушителе». Однако наиболее запоминающейся стала его работа в фильме-сказке «Принцесса-невеста», где он предстал в образе Феззика. Во время съемки сцены, где персонаж Андре должен был поймать героиню Робин Райт на руки, он использовал страховочные тросы из-за проблем с позвоночником. Несмотря на трудности, фильм оставил неизгладимое впечатление у зрителей. Болевые ощущения, вызванные заболеваниями костей, вынуждали Андре искать облегчение в алкоголе. Это привело к тому, что он получил неофициальный титул величайшего пьяницы. По воспоминаниям друзей, он мог выпить от 119 до 156 банок пива за одну ночь. В Канаде Андре Рене Руссимов получил прозвище Андре Гигант, которое сопровождало его до конца жизни. Он уверенно шел по карьерной лестнице, одерживая победу за победой. В 1974 году его имя появилось в книге рекордов Гиннесса, как самого высокооплачиваемого рестлера того времени. Однако за сценой его часто называли «величайшим пьяницей на планете». Такое прозвище возникло не без оснований. Немногие могли сравниться с Андре в способности поглощать алкоголь. Ходят легенды, что однажды он выпил целых 89 пинт пива за 6 часов. В одном из документальных фильмов двое знакомых Андре рассказывали, что видели, как он за один вечер осушил более 154 пинт пива. Один из самых знаменитых случаев, связанных с его алкогольной карьерой, произошел вечером, когда Андре, находясь в холле гостиницы, выпил 127 банок пива и уснул прямо за столом. Oh, hi, Mark. Сотрудники отеля попытались перенести гиганта, но быстро поняли, что это невыполнимая задача, и оставили его досыпать на месте. Утром проснувшись, Андре продолжил день, будто ничего особенного не случилось. Документальный фильм, выпущенный в 2018 году, проливает свет на жизненные обстоятельства Андре Гиганта, раскрывая причины его нестандартного образа жизни. Основная причина заключалась в постоянных болевых ощущениях, особенно в спине и коленях. Его суставы не выдерживали огромного веса и роста, превращая каждый миг его существования в испытание. Медицинская наука предлагала частичное решение проблемы – операцию на гипофизе, которая могла остановить дальнейшее увеличение размеров и дать организму шанс приспособиться. Однако Андре категорически отказался от такой перспективы. Вся его слава и успех зависели от его гигантских пропорций, и идея уменьшения своего тела хирургическим путем казалась ему неприемлемой.
Физическая боль была не единственной трудностью. Мир вокруг него не был рассчитан на человека его габаритов. Обычные машины, лифты и даже двери оказывались слишком малы для него. Поэтому Андре обустроил собственный дом, где каждая деталь, от дверей до мебели, была создана специально для его гигантской комплекции. Одежду и обувь тоже шили на заказ, учитывая огромные нагрузки на ноги такого крупного человека. Путешествия превращались в настоящее испытание. В самолетах Андре занимал 2 места подряд, а использование туалетной комнаты на борту было почти невозможным. Экипажу приходилось накрывать его тканью и предоставлять ведро, чтобы он мог удовлетворить свои потребности, не вставая с кресла. Эти ежедневные неудобства серьезно сказывались на его психике. С одной стороны, его карьера зиждилась на его уникальных размерах, но с другой – постоянные напоминания о том, что он не вписывается в привычный мир, подрывали его самооценку. Друзья Андре полагали, что именно эти противоречия толкали его к алкоголю как способу уйти от реальности. Андре Гигант, как один из самых высокооплачиваемых рестлеров мира, был знаком с выдающимися спортсменами и актерами. Среди его ближайших друзей были такие знаменитости, как Мохаммед Али, Арнольд Шварценеггер и Питер Майвиа, дедушка голливудской звезды Дуэйна Джонсона. Андре покинул этот мир 28 января 1993 года в гостиничном номере, куда он приехал на похороны своего отца. Ему было всего 46 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его организм больше не мог выдерживать нагрузку, связанную с весом в 562 фунта и ростом 7 футов 3 дюйма. New face filters on Instagram today. К тому времени он уже завершил свою спортивную карьеру и окончательно ушел с ринга в 1992 году. Родственники планировали похоронить Андре рядом с его отцом, но согласно его воле тело было кремировано, а пепел рассеян на принадлежащем ему ранчо в ЛРБ. Это место имело особое значение для Андре. Здесь он находил умиротворение, ухаживая за животными и проводя время со своей любимой собакой. Ранчо Андре Гиганта было продано в 2014 году. После ухода Андре Гиганта все его наследство перешло к дочери Робин. При жизни рестлер редко поддерживал контакт с дочерью и не признал ее официально, так как никогда не был женат на ее матери. Несомненно, Робин Кристенсен Русимов достойно продолжает наследие своего великого отца, несмотря на все трудности в их взаимоотношениях. Возможно, Андре Гигант, взирая с небес на свою дочь, чувствует истинную гордость за нее. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.